Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и добро пожаловать на канал Crypto Gamers. В этом видео поговорим про крутейший проект, который находится в сети NIR, это боевые лимоны. Про сам проект мы слышали очень давно и рассказывали то, что видели в октябре на конференции NIR в Лиссабоне эту игру. То есть тогда она еще была такая прям сырая-сырая, еще много чего поменялось за это время. Доработался движок, проработались большое количество игровых режимов, функций, графика. Плюс запилили вот такой вот 3D сайт. То есть все интерактивное, все рабочее, летает, движется. То есть я считаю, что это очень круто. И это видно подход самих разработчиков. Перед началом данного видео большая просьба, друзья, написать комментарий, подписаться на канал, потому что на ближайшем стриме, который, скорее всего, будет по Axie Original, будем вырываться в топы, я выберу самого активного пользователя и разыграю какой-то ништяк прямо на стриме. За это время, как я уже говорил, проработали сайт, переработали графику, плюс можно сейчас посмотреть и подписаться на Twitter, да, кому интересно, чтобы отслеживать сам проект, потому что даже пока проект выходит очень не скоро, пока не было продажи ни NFT, не было также никаких лутбоксов, то есть продаж по игре пока вообще не было. То есть проект еще находится в стадии разработки, он антирадарный, поэтому на это стоит обратить внимание. До запуска здесь еще целых 68 дней, то есть пока цифры, естественно, могут меняться в плюс и минус, поэтому, чтобы не пропускать, советую подписаться. Как вы видите, это первые прототипы этих лимонов, то есть вот так это все выглядело до этого. И давайте смотреть, как это все в принципе поменялось. То есть концепция, как я считаю, лимоны, она необычная. То есть у нас основа это лимон, боевой лимон. И дальше на него вешаются всякие обвесы. Есть оружие, есть какие-то дополнения. В первой версии я скажу точно, что были всякие там щупальцы какого осьминога. Он мог от них отталкиваться. Плюс были какие-то ракетницы, были... То есть каждое какое-то дополнение отвечало еще за спецприем. У персонажа есть оружие, которое можно вешать, то есть есть всякие узишки, автоматы, то есть оружие пока вот видите, да, сколько вариантов. И в принципе вот так выглядят лимончики, то есть здесь такой больше пиратик, здесь еще какой-то обвес. Также можно посмотреть, что есть система прогресса, есть гильдии, Battle Pass, какие-то квесты, магазин. То есть можно все это в принципе уже заценить, то, что намечается в самой игре. Ну и давайте посмотрим, как вообще проходит бой. Пока народу, понятное дело, мало, то есть всякие там тестировщики, разработчики, людей на самом деле не будет большого количества. Режимов, кстати, в игре будет большое количество. Это всякие десматчи, командные бои, захваты флага. То есть, ну, это все классика. Сейчас то, что интересного добавили, систему всяких перекатов. Плюс удары ногой появились. Можно увеличивать как раз таки режим прицеливания. Добавили также еще, кстати, паркур. То есть здесь как-то можно вот так лазить. Я сейчас, получается, побегаю, просто покажу вам игровой процесс. Карта пока одна. Дальше я постараюсь смонтировать так, чтобы на кого-то попасться и с кем-то повоевать, чтобы вы могли, в принципе, посмотреть, как это вообще будет работать. Карта, понятное дело, пока просто сделана для того, чтобы тестировать различные варианты в игре. То есть всякие рокет-джампы, насколько я помню, это называется. Подключился я в бой, нашел соперника здесь. Вот так, в принципе, выглядит боевка. Можно посмотреть. Поставил себе другое оружие. Такой гранатомет. Так, давайте перезарядочку поехали. Попробуем сейчас как-то, может быть, подкрасться. Хотя с гранатомета, наверное, смысла это особо делать нет. Так, какую-то позицию лучше занять. Да, прям с гранатомета тяжело попадать, на самом деле. Так. Ну, кстати, убивать прям не скажу, что прям просто. Хотя, может быть, оружие такое у меня не самое удобное. Так, поехали искать.
Я что-то пытаюсь все время убивать как будто этими осколочными, а на самом деле такое ощущение, что нет прям такого сильного разброса у этого гранатомета. Поэтому, может быть, из-за этого не стоило так атаковать. Пробуем кемперить. Так, ну попали неплохо уже. Но что-то пока не убиваем. Там, я вижу, армор восстанавливается. Так, ну может какую-нибудь позицию лучше занять. Так, пробуем. Так, ну вот если не подходить, кстати, на УЗИшку, да, уже получше. Всегда мило. О, 199, это хороший выстрел. Два выстрела, кстати, не умер он почему-то. Да, 199 или умер? Ну-ка, есть счет? Счет не посмотреть. Да, умер, походу. Вот такие вот получились матчи. Понятное дело, то, что нужно нарабатывать скилл, привыкать к оружию, к динамике, плюс элементы паркура. Как я уже говорил, карта пока доступна одна. Что касается тестов. К сожалению, пока в игру зайти все желающие не могут. Пока еще нет ни закрытого бета-теста, ни открытого бета-теста. Игра находится, как я уже говорил, в стадии разработки. Но пока на заметку взять определенно проект стоит, потому что в дальнейшем будет большое количество изменений, нововведений и в принципе совокупность, где приятно и получаешь удовольствие от игрового процесса плюс сам заработок, это к чему сейчас стремится весь блокчейн, вот именно игровая тематика. AAA проекты почему все ждут, потому что многие понимают то, что в них будет интересно играть, и когда вот этот симбиоз игры и заработка наконец-то запустится, все будут искать только такие проекты. Поэтому напишите, что думаете вообще в целом про лимоны, концепцию, идею, и угадайте, как называется токен этого проекта. На этом все, друзья. Лайк, подписка и всем удачи!